В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло очередное заседание по делу журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма. Вместе с ним на скамье подсудимых находится программист Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакр Резванов. По версии обвинения, они сотрудничали с объявленным в розыск дагестанским проповедником Исраилом Ахметнабиевым, известен также как Абу Умар Сиситлинский. Собирали пожертвования и отправляли их сирийским боевикам. На очередном заседании были допрошены два свидетеля обвинения – Аида Хайты и Султан Омаров. Хайты отказалась отвечать на вопросы, поскольку были зачитаны ее показания, зафиксированные в протоколе на стадии следствия. Согласно им, она находилась в Сирии, услышала от других женщин, что продукты им поставляет благотворительный фонд «Мухаджирун», который связывает с Ахметнабиевым, и что сотрудники фонда обналичивали в Турции полученные пожертвования и отправляли их в террористическое исламское государство. После оглашения показаний суд поинтересовался у Аиды Хайты, подтверждает ли она свои письменные свидетельские показания, на что свидетельница ответила отрицательно. Хайты заявила, что она не давала этих показаний, а подписать протокол ее заставили угрозами. Она также сообщила, что ничего не знает ни о подсудимых, ни об Ахметнабиеве. На заседании по ходатайству гособвинения был также допрошен свидетель Султан Омаров. На вопрос прокурора, знаком ли Омаров с Ахметнабиевым, тот ответил отрицательно. Омаров также рассказал, что о Гаджиеве знает только то, что он задержан из сообщений СМИ, а газету «Черновик» он читал, находясь в местах лишения свободы. От ранее данных, оглашенных в суде показаний, согласно которым он радикализировался под влиянием видеороликов с проповедями Ахметнабиева, он отказывается, так как, по его словам, они были даны под давлением. Отказ свидетелей отвечать на вопросы в рамках судебного заседания никак не влияет на судебное разбирательство, так как суд будет обращать внимание и при необходимости зачитывать те показания, которые свидетель давал в рамках следствия, считает адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Сам Гаджиев отмечает, что Абу Умару Сиситлинскому в допросах свидетелей уделяется гораздо больше внимания, чем самим подсудимым. Кроме того, ряд свидетелей, выступая в суде, отказался подтвердить свои зафиксированные протоколами следствия показания. Так, свидетельница Альбина Мураткова заявила, что в суде зачитаны не те показания, которые она давала следователю. Ранее часть своих показаний в суде отказались подтвердить Азамат Алиев и Александра Кацаева, которые занимались сбором денег для детей в Сомали и Дагестане, а также Магомед Патлухаев, завхоз в школе хафизов в селе Новососетли, и осужденный за финансирование терроризма Шамиль Кадыров. Один из свидетелей заявил в суде об угрозах силовиков, а двое засекреченных свидетелей отказались отвечать на дополнительные вопросы защиты, сославшись на травму головы и проблемы с памятью. Засекреченная свидетельница, так называемая Марина Иванова, в суде отказалась отвечать на многие вопросы, заявив, что ей звонили и угрожали неизвестные. В ноябре прошлого года адвокат Гаджиева Арсен Шабанов заявил, что суду не предоставлено ни единого доказательства вины Гаджиева. В частности, не было ни одного свидетеля, чьи показания подтвердили бы версию обвинения. Коллеги и родственники Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста и освободить его. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.